Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем разбирать укладку пленочного инфракрасного теплого пола. Для образца возьмем пленку от компании Warncoin. Я на канале уже разбирал укладку теплых полов на основе греющих матов двух производителей. Ссылки найдете в описании. Будут на канале и другие видео по теплым полам. Подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. И особая благодарность за ваши лайки и репосты. Пленочный теплый пол Warncoin разделяется на три модификации по мощности. Это 150, 180 и 220 Вт. Пленка на 150 Вт предназначена для поддержания комфортной температуры пола, но для обогрева помещений не годится. Она позволяет сделать минимальное потребление электроэнергии на единицу обогреваемой площади. Пленка на 220 Вт годится больше для обогрева помещений, но она сильно нагружает электросеть. Рекомендуется его использовать именно для обогрева или когда требуется быстрый прогрев пола. Если пленка используется для обогрева, то ей рекомендуется укладывать более 60% площади помещения. Оптимальная мощность пленочного пола это 180 Вт на метр квадратный. Он недостаточно быстро прогревается и не сильно грузит электросеть. Сегодня его и будем рассматривать. Вы же выбирайте теплый пол, исходя из своих целей. При покупке согласовывайте мощность пола с поставщиком. Ссылку на магазин, где я нашел этот теплый пол по минимальной цене, я оставил в описании. Данная пленка обеспечивает комфортный обогрев, так как обогревает инфракрасными лучами, подобными лучам солнца. Данный теплый пол обычно укладывают под ламинат, реже под паркетную доску, еще реже под линолеум и ковролин. Этот теплый пол отличает довольно большая скорость монтажа и высокая долговечность. Гарантийный срок эксплуатации 20 лет. Этот пол предназначен для укладки в сухих помещениях. Теперь распакуем данный теплый пол. При распаковке нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить саму пленку. В комплект данной пленки нужно покупать установочные комплекты и дополнительный провод. Данный пленочный пол толщиной 1/3 мм, и он практически не поднимает уровень пола. Пленка для теплого пола имеет три модификации по ширине. Это 50 см, 80 см и 100 см. В этом ролике рассматриваем теплый пол площадью 2 метра квадратных. Это кусок греющей пленки полметра на 4 метра. Я разрежу эту пленку пополам и размещу рядом. Вот я положил данный теплый пол. Вот он лежит. Делить этот теплый пол можно по прозрачным участкам. Вот я тут поделил. Следующий надрез можно делать в этом месте. И комбинируя пленку шириной 50 см, 80 см и 1 метр, и вырезая куски нужного нам размера, можно накрыть практически любую площадь пола. Данный теплый пол можно было накрыть одним куском шириной 1 метр. И это бы упростило нам подключение теплого пола. Но я хочу на примере этого теплого пола показать, как я обычно коммутирую эти теплые полы. Как и для теплых матов, я рекомендую эту греющую пленку располагать только в тех местах, где тепло действительно нужно. И не располагайте ее под мебелью. Во-первых, там тепло этой пленки не нужно. Во-вторых, это может привести к рассыханию мебели. И в-третьих, если зазор между мебелью и полом менее 5 см, это может привести к перегреву пленки и ее перегоранию. Также не рекомендуется ложить над теплым полом вещи, которые препятствуют свободной циркуляции воздуха, такие как ковры и матрасы. Перед укладкой теплого пола необходимо пол тщательно выровнять.
Это проще сделать с помощью самонивелирующих растворов. После этого вся поверхность пола покрывается отражающей теплоизоляцией, чтобы обеспечить ровность укладки финального покрытия. Разрешается применение теплоизоляционного материала, покрытого металлизированной, лавсановой или полипропиленовой пленкой. Применение теплоотражающего материала на основе алюминиевой фольги не допускается. Между собой теплоизоляцию можно соединить с помощью обычного скотча или приклеить ее к поверхности пола двухсторонним скотчем. Только потом режем эту пленку и укладываем медными пластинами вниз. Я к этому теплому полу буду подключать программируемый терморегулятор RTC. Как подключать его и программировать, я буду рассматривать в одном из следующих роликов. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Вот я устанавливаю под теплый пол датчик. Толщина этого датчика 6,5 мм. Поэтому в самом полу необходимо сделать углубление. Он должен находиться под темными греющими полосами пленки. Сам провод я рекомендую также углубить, хотя бы на 1 мм. Делаем вырез теплоизоляции и закрепляем как датчик, так и провод с помощью скотча. Для подключения данного теплого пола берем такой соединительный комплект. Берем соединительную клейму и обязательно вставляем одну сторону этой соединительной клеймы внутрь. Таким образом мы зажимаем клейму. При этом шипы пробивают медный слой и образуется надежное соединение. Так мы делаем на всех выходах теплого пола с той стороны, где будет у нас находиться терморегулятор. Вот я подключил клеймы. Вот так вот оно выглядит. Сейчас нам надо подключить провода. Поделюсь одним лайфхаком, что данные разъемы удобнее зажимать с помощью кусачек. Вот таким образом мы зажимаем, продавливая середину, и потом поджимаем перпендикулярно. Вот я подключил нашу теплую пленку. Обращаю внимание, для подключения пленки полярность соблюдать не обязательно. Поэтому я крайние пленки объединяю. В данный момент у меня посередине будет подключена фаза, а к краям пленки будет подключена 0. Это необходимо для того, чтобы сэкономить количество проводов. И главное, что нужно обеспечить, чтобы фазой 0 не пересекались под ламинатом. Если они будут пересекаться, и вы будете ходить по ламинату, в конце концов изоляция на проводах продавится и будет короткое замыкание. Для изоляции клем теплого пола идет такая битумная изоляция. Ее нужно разрезать на 6 частей. 2 куска идут на изоляцию одной клеймы. И 1 кусок будет идти на изоляцию конца пленки. Причем как мы будем изолировать? Снизу подкладываем 1 слой изоляции, а сверху 2. И потом их склеиваем. Также делаем второй контакт. А торец пленки просто заклеиваем, чтобы линия обреза была заизолирована. Вот наложена битумная изоляция. Чтобы воспользоваться битумной изоляцией, с нее надо снять подложку. В данном случае 1 слой снизу, другой сверху. При наклеивании надо обязательно, чтобы было заизолировано вот эти посеребренный и медный слой. Тщательно прижимаем. Вырезаем с теплоизоляции под это место соединения. И также делаем теплоизоляцией дорожку, по которой будет идти провод. Данное соединение вместе с битумом почти 6 мм толщиной. Поэтому в этом месте нужно делать углубление в полу. Дальше в конце провода я заизолировал таким образом. Обращаю внимание, я заизолировал и серебристый, и медный слой. И так сделал с обоими пленками. Тут и тут.
Под эту битумную изоляцию достаточно сделать вырез. Также не забываем закрепить провода при помощи скотча, для того, чтобы при укладке ламината этот провод не вышел за пределы оставленной нами канавки. Следующим этапом заводим провода от теплого пола к терморегулятору. Лучше всего терморегулятор располагать на той же высоте, на которой располагаются выключатели. Сам же подрозетник под терморегулятор можно расположить при черновом ремонте. И от подрозетника к полу заранее закладывается гофра. Вот у меня от греющих пленок идут провода. Они идут до стенки, не пересекаясь. Вот провода у нас располагаются в фазе между ламинатом и стеной. Потом заходит в гофру. По гофре направляется подрозетник, куда мы будем ставить терморегулятор. При подключении терморегулятора убеждаемся, что кабель, по которому подается 220 вольт, обесточен. Если теплый пол мощностью более 2 кВт, то рекомендуется кабель завести в щиток и подключить этот пол к отдельному автомату. Как подключать терморегуляторы, я рассказывал в других роликах, ссылки на них я оставлю в описании. Подключать теплый пол без терморегулятора запрещено. Этот пол может перегреться и выйти из строя. Вот я подключил терморегулятор. У меня сейчас тут жара 32 градуса. Я поэтому установил 35 градусов, чтобы проверить, что пол работает. Вот проверил. Этот теплый, тут теплый. Так, теплый пол проверили. Он работает. И чтобы данный теплый пол не сместился, я рекомендую его прикрепить с помощью скотча к теплоизоляции. Для дополнительной защиты теплого пола от мелких заливов рекомендуется стелить сверху еще полиэтиленовую пленку. Постелите, если у вас такие заливы возможны. Следующим этапом уже укладываем ламинат. Это нужно делать максимально аккуратно, чтобы не повредить как саму пленку, так и все подходящие провода. После укладки ламината рекомендуется проверить работу теплого пола еще раз. Если вы укладываете ковролин или линолеум, то после укладки теплый пол следует накрыть листом ДВП или тонкой фанеры. Крепить их нужно аккуратно, чтобы не повредить сам теплый пол. При выборе ковролина или линолеума учтите, что пол будет греться. При покупке предупредите продавца о теплом поле, чтобы он подобрал покрытие, которое не будет выделять вредных веществ при нагревании. На сегодня все, но вас ждут новые ролики. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. Свои вопросы и свой опыт установки пленочного теплого пола пишите в комментариях. Большая благодарность вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых роликах.